Привет, друзья! Вот это тот самый случай, когда синтезатор привезли на ремонт частично в картофельном мешке. Хорошо, что хоть корпус для компактности не распилили. Судьба ему досталась нелегкая. После очередных гастролей его отправили домой транспортной компанией. Несмотря на прочную упаковку с надписью «Стекло» и указанием верха, его умудрились чуть-чуть уронить. Да так, что вот этой части клавиш просто не стало. Затем всю электронику залили какой-то жидкостью. Самая гениальная идея была после всего этого проверить на работоспособность. Подали электропитание. Сами понимаете, результат не заставил себя долго ждать. В течение 5 лет это лего кочевало от одного мастера к другому. Его отмывали, паяли, полили, снова отмывали, снова полили. В тот момент, когда я согласился на ремонт, всей этой предыстории не знал. Как оказалось, этот музыкальный инструмент был очень дорог, как память. Привезли его из другого города. Пока хозяин поднимал этого инвалида нулевой группы по лестнице, добавил еще некоторое количество переломов. Для беспрепятственного доступа к любой части тела пациента разложил весь ливер на полу. Первым делом привел в чувство блок питания. Вот этот конденсатор был в обрыве. Вот этот показывал короткое замыкание. Плюс пришлось заменить пару транзисторов. Проверил все платы на отсутствие короткого замыкания по шине питания, соединил согласно схемы и попробовал включить. Ноль. Никаких признаков жизни. Заметил, что вот этот микроконтроллер не выдает сигнал на схему включения дисплея. Да и сама схема изрядно подпалена. Пришлось заменить транзистор, компаратор и временно подать сигнал в обход микроконтроллера. После подачи питания у пациента появились первые признаки нитевидного пульса. Надпись на индикаторе гласит об ожидании пробуждения сканера. Я тоже пытался ждать. Долго. Пытался несколько раз перезагрузить. Результат тот же. Сканер – это вот эта аудиоплата. Органы управления на лицевой панели тоже не подавали признаков жизни. При включении они должны хотя бы раз моргнуть светодиодами. Войти в бут-режим тоже не представлялось возможным. Иногда, по стечению необъяснимых обстоятельств и положению Луны в определенной фазе, синтезатор начинал грузиться. Случайно заснял этот момент. Вот уже видно, как подгружаются секвенции в память. Еще немного и оживет.
Пожалуйста, подождите. Ждал. Минут 30. Ничего не изменилось. После очередного перезапуска снова завис на ожидании ответа от сканера. Первым делом решил проверить состояние ПЗУ. Благо, после многолетних разработок в области цифровой техники остался универсальный программатор. Честно говоря, впервые столкнулся с такой неисправностью. При сравнении содержимого ПЗУ с кодом оригинальной прошивки, некоторые биты каждый раз выдавали разные значения. Попытки стереть для дальнейшей записи не привели к положительному результату. Пришлось купить новое ПЗУ и залить оригинальную прошивку. Наклейку отсканировал и сделал новую. Подобным образом поступил и с этой микрухой, так как пришлось ее заменить. Также вышла из строя память. Найти замену было крайне тяжело. Цепная реакция унесла на покой 4 цифроаналоговых преобразователя, микроконтроллер и еще 2 микросхемы памяти, которые находятся сейчас вот под этой импровизированной диэлектрической прокладкой. На плате выходов заменил полевые транзисторы, отвечающие за коммутацию. Очень распространенная поломка. После проделанного аппарат стал чаще включаться. Удалось даже зайти в бут-режим, который поведал мне об очень тяжелом состоянии. Для продолжения поиска неисправностей, согласно сервис-мануалу, изготовил временные приспособления. Это обманка педали. Изготавливается из 10-килоомного переменного резистора и 10-килоомного постоянного. А это обманка нагрузки выхода. Без нее полевик не выдаст сигнал. Еще есть обманка со светодиодом для проверки и настройки вот этих выходов. После длительного тестирования выяснил, что на материнской плате были неисправны вот это и эта микросхемы. Одну перепаял, другую просто заменил в панельке. Кардебалеты с поиском и программатором опущены, так как скучны для видео. Одно лишь хочу сказать. Если у вас нет опыта ремонта цифровой техники, не стоит дебютировать на этом экземпляре. Сервис-мануал сильно расходится с реальностью. При отсутствии определенной логики мышления будет крайне сложно раскрыть замысел создателя. Кроме ремонта электронной начинки, также устранил основные внешние увечья. Например, было вырвано с корнем несколько кнопок на плате органов управления. Также вместо разбитых пластмассовых боковин установил новые, деревянные. Оценить проделанную работу по пятибалльной системе вы можете рублем на карту в описании под видео. 1 – это дизлайк, а 5 – отлично. Погода эта мелочь не сделает, зато принесет моральное удовлетворение. А сейчас, после многолетних мытарств по ремонтникам и 2-месячного восстановления, будет первый запуск синтезатора.
Затем, не без местного непереводимого диалекта, весь этот ливер долго упаковывал восстановленный корпус. Задача, я вам скажу, не из легких. Особенно, если разбиралась не твоими руками. Думаю, мой любимый пит-стопщик Женя с этим согласится. У него был подобный опыт, только с механикой. Движок X-Max восстанавливал. А вот и хозяин, который из-за сильного волнения не смог трясущимися руками сыграть хоть какую-то композицию. Не ожидал увидеть свой инструмент в рабочем состоянии. Лайк, подписка и незлобная записка на ваше усмотрение. Желаю вам крепкого здоровья.